в Дамаске состоялось первое заседание демократически избранной Национальной ассамблеи Сирии после свержения режима Башара Асада. В открытии сессии принял участие президент Сирии Ахмед аш-Шараа. В своем выступлении он заявил, что страна начинает новую главу своей истории, основанную на собственных ценностях и наследии, и призвал народ совместными усилиями строить современную Сирию. Кроме того, ряд сирийских СМИ сообщили, что Министерство обороны Сирии проводит масштабную реформу вооруженных сил, переходя от дивизионной структуры к 5 региональным корпусам. Каждый корпус станет региональным командованием, отвечающим за определенный сектор страны и координирующим действия нескольких дивизий. Речь идет об организационной реформе, призванной повысить эффективность управления войсками. Однако кадровые назначения свидетельствуют об отсутствии принципиальных изменений в высшем военном руководстве. 4 из 5 командующих корпусами являются бывшими командирами группировки Хаят Тахрир аш-Шам, сформировавшейся на базе Джабхат ан-Нусры, бывшего сирийского филиала Аль-Каиды. 5-й командующий Ахмад Мохаммед аль-Джасем представляет поддерживаемую Турцией сирийскую национальную армию. Проводимая реформа соответствует продолжающемуся с начала 2025 года процессу формирования новой сирийской армии при активном содействии Турции. Новая структура включает 5 региональных корпусов. Восточный корпус. Командующий Ахмад Мохаммед аль-Джасем, ранее возглавлявший дивизию Сулейман Шах в составе протурецкой сирийской национальной армии. Корпус отвечает за северо-восток Сирии, иракскую границу, контроль нефтяных районов и интеграцию сирийских демократических сил. Сам Аль-Джасем находится под международными санкциями за нарушение прав человека в отношении курдского населения. Северный корпус. Командующий Авад Аль-Джасем, бывший командир ХТШ. Корпус контролирует район Алеппо, Африна и турецкой границы, обеспечивая безопасность зоны турецкого влияния. Центральный корпус. Командующий Хайтам Аль-Али, бывший командир ХТШ. Отвечает за Центральную Сирию, борьбу с ИГИЛ в пустынных районах и безопасность стратегической автомагистрали М5. Дамасский и Южный корпус. Командующий Амар Мохаммед Джафташи, один из основателей ХТШ, известный как Мухтар Аль-Турки. По имеющимся данным, является гражданином Турции и связан с турецкой разведкой. Корпус контролирует Дамаск, юг Сирии, а также границы с Израилем и Ливаном. Западный береговой корпус. Командующий Мунир аш-Шейх, бывший командир ХТШ. Корпус отвечает за побережье Средиземного моря, провинции Латакия и Тартус, включая район размещения российской авиабазы Хмеймим. В целом, новая система командования не означает смены военно-политической элиты. Напротив, назначение 4 бывших руководителей ХТШ и 1 представителя протурецкой СНА свидетельствует о том, что сирийская армия продолжает строиться вокруг кадрового ядра бывших повстанческих организаций, большинство из которых имеют салафитско-джихадистское происхождение, при сохранении значительного турецкого влияния на ее формирование и развитие. Отметим, что дивизия Сулейман Шах была одной из основных группировок, чьи бойцы были переброшены Турцией в Азербайджан осенью 2020 года для участия в войне в Нагорном Карабахе. Вместе с подразделениями Султан Мурат и Хамза она входила в число основных формирований, направленных на Южный Кавказ. Американские военные по приказу Трампа начали наносить новые удары по Ирану, заявили в Центральном командовании ВС США. Силы Центрального командования США начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив. Главнокомандующий отдал распоряжение о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности, говорится в сообщении. А также командование заявило, что Иран не контролирует Ормузский пролив. В ведомстве подчеркнули, что пролив остается международным водным путем.
Американские силы готовы обеспечить сохранение данного статуса и свободу судоходства в регионе. Помимо этого, США нанесли удар по иранским объектам на юге страны. КСИР Ирана, в свою очередь, опубликовал предупреждение об эвакуации, адресованное ОАЭ, Бахрейну и Кувейту. Военные КСИР призвали к немедленной эвакуации из этих стран. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф предупредил США о последствиях нарушения договоренностей, призвав Вашингтон соблюдать меморандум или заплатить цену. Эпоха односторонних сделок закончилась. Держите свое слово или платите по счетам. Реальность уже на пороге, заявил Галибаф. Ранее Центральное командование ВС США, Центком, сообщило о завершении третьей волны ударов по Ирану. По данным американских военных, с начала недели были поражены более 300 целей на территории Ирана. До этого Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе, а также сообщил о предупредительных выстрелах по судну, пытавшемуся пройти через пролив. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил армии начать подготовку к самостоятельной военной операции против Ирана. Комментируя ситуацию в Газе, Кац заявил, что Израиль продолжает расширять свое присутствие. По его словам, Израиль контролирует более 60% территории сектора Газа, и эти районы останутся частью израильской политики безопасности. Кац также подтвердил, что израильские силы продолжают операции в лагерях палестинских беженцев на севере западного берега. Глава Минобороны Израиля заявил, что Израиль применил модель Рафаха в Бейт-Хануне, Хан-Юнисе и других районах Газы. По его словам, захват территорий и разрушение домов являются для палестинцев самым тяжелым наказанием. Говоря о Ливане, Кац заявил: «Я говорил, что Южный Ливан станет Газой. Мы применим там модель Рафаха. Мы уничтожим там все. И именно это мы сделали». По утверждению Каца, израильские силы систематически уничтожили инфраструктуру и жилые дома в 24 приграничных деревнях Ливана. Он сообщил, что около 90% домов были разрушены, а всего уничтожено от 15 до 20 тысяч домов. Сегодня Иран бодро вдарил по Оманскому порту. Эта атака может означать, что пока Оман кочевряжется, то есть он не готов согласиться с иранским планом сделать проход по Ормузу платным. Здесь надо напомнить, что обе страны владеют Ормузом в складчину. Каждой принадлежит половина пролива, а значит, если Иран хочет, чтобы суда обязательно платили деньги при проходе через Ормуз по иранской или оманской половине, то для реализации этого замысла ему понадобится полное одобрение Омана. Потому что если персы не подтянут Оман, тогда Иран может сколько угодно требовать плату за проход через Ормуз, а суда тем временем будут за бесплатно пытаться плавать по оманскому сектору пролива. И вот, чтобы Оман понимал, с кем ему надо дружить, а с кем дружить не следует, иранцы и лупят по оманской землице. Даже удивительно, что Оман еще не сломался под иранским давлением и столько времени сопротивляется персам. Возможно, это из-за того, что на него очень-очень сильно давят не только Штаты, но и соседние монархии, которым платный проход через Ормуз нужен так же сильно, как энты были нужны Саруману или Орел, Прометею. На этом фоне примечательно недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Необходимо создавать новые союзы и развивать новые отношения. Именно этим я сейчас занимаюсь в отношениях с Индией. Мы не Австрия с истребителями F-35. Мы не страна, которая спокойно живет в Европе. Мы – государство древнего народа, вернувшегося на свою историческую родину. Удар по Ирану – это как удаление раковой опухоли из организма. Если не удалить рак, ты умрешь. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Ближнего Востока.